Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Дело мастера боится. Сегодня мы с вами посмотрим видео о том, как можно правильно установить датчик кислорода. Другими словами, лямбда-зонд на автомобиль ЗАЗ-1103 Славута. Я рассказывал в прошлом видео о том, как можно продиагностировать автомобиль при обнаружении ошибки check engine, машина у нас инжекторная. У нас в прошлый раз тест показал, что лямбда-зонд неисправен. Я поехал на базар, купил такой лямбда-зонд. Фирма Part. Были варианты с Бошем, но цена в 2 раза больше, 1200 гривен стоит. Был российский вариант ДК, стоит 900 с чем-то гривен. Но я нашел самый оптимальный вариант, подешевле. Возможно, он китайский. Ну, посмотрим, как он себя будет вести. Вид у него вроде серьезный. Стоит 580 гривен этот аппарат на Харьковском базаре. У нас есть адаптер, который подключим до ноутбука, проверим его работоспособность после установки на автомобиль. Он упакован в таком пакетике. Я его уже распаковал на базаре, он был запаянный. Здесь идет стандартный разъем 4-проводной. 2 провода из них отвечают за систему нагрева лямбда-зонда. Когда автомобиль только заводится и он еще холодный, включается система нагрева лямбда-зонда, которая выполнена в виде нагревательного элемента, встроенного внутрь. Здесь колпачок есть. Внутри стоит нагревательный элемент. И вот он греется от нашей системы питания двигателя машины. Также они выделены белым цветом, система нагрева. И черный провод — это провод земли, серый сигнальный провод, который посылает сигнал в наш бортовой компьютер о работе двигателя, в зависимости от того, какая смесь, обогащенная или объединенная, он высылает дополнительный сигнал, соответствующий, который обрабатывается бортовым компьютером, и в зависимости от этого осуществляется подача топлива, газа или бензина в систему автомобиля, двигателя. Напомню, что от экономичности, от работы этого лямбда-зонда зависит экономичность двигателя. Поэтому неисправный лямбда-зонд приводит к повышенному расходу топлива автомобиля, с провалом к работе, ну и прочим неприятным гадостям. Ну вот мы ознакомились с частью теории. Теперь приступим к установке лямбда-зонда на автомобиль. Для этого нам понадобится ключ рожковый. Вот он, ключ. Он здесь стандартный на 17, а на 19 даже, на 19. Как раз мы сможем открутить старый и прикрутить новый. Полезем под автомобиль, посмотрим, что там делается. Перед снятием лямбда-зонда с автомобиля необходимо открыть капот, установив на защелку, чтобы он не закрылся у нас капот. Снять
запасное колесо, которое находится в моторном отсеке. И здесь около усилителя тормозов внизу мы видим разъем лямбда-зонда старого нашего. Необходимо его отсоединить нажатием кнопки защелки. Тянем его вниз. Вот разъем разъединен. Теперь можно лезть под машину, откручивать лямбда-зонд. Вот у нас установлен старый лямбда-зонд. Накручен на выхлопной трубе. Непосредственно после так называемых штанов. Поэтому сейчас мы его открутим и поставим туда новый. Посмотрим, как он будет работать. Перед установкой нового необходимо смазать графитной смазкой резьбу, чтобы он не пригорел у нас. В дальнейшем можно было хорошо и легко его снять. Будем откручивать с помощью рожкового ключа. Вот мы сняли старый лямбда-зонд. Видно, что он чистый, имеет белый налет. Это хорошо. Можно попытаться его немножечко почистить в ортофосфорной кислоте, опустив его то на 20 минут, хорошо потом промыть, посушить и поставить обратно. Можно разобрать, посмотреть, что ж там внутри. Но мы этим заниматься не будем, а подключим сразу новый лямбда-зонд, а этот уже останется в качестве запасного, если будут какие-то проблемы с нашим новым лямбда-зондом. Здесь такой же самый выход, такая же распиновка проводов. Единственное, почему-то нет кольца уплотнительного, наверное, где-то потерялось при прошлой установке. Снялся легко, потому что был смазан графитной смазкой. Ну, попробуем поставить новый. Вот для сравнения новый наш лямбда-зонд. Немножечко имеет другую форму. Ставят их на сенсах, сказал мне продавец. Немного утолщенный. Имеет более массивный вид, в отличие от ДК российского. Но прочие характеристики у него такие же самые. Поэтому начнем установку. Здесь есть маркировка на нем фирмы Sparts. Маркировка DWS 16523. Написано, что сделано в Корее. Корея, по идее, неплохие делает, поэтому попробуем поставить. Вот наш лямбда-зонд поменен. Попробуем проверить нашим адаптером, как же работает новый лямбда-зонд. Вставляем специальный разъем. Адаптер. Вот, он загорается красным цветом. Значит, уже контакт есть. Открываем на ноутбуке программу КВПД. Запустить. Включаем зажигание. Зажигание. Включаем. Окей. Подключаем USB разъем к ноутбуку адаптера. Выбираем COM-порт. У нас он третий. Мы уже знаем заведомо. В левом верхнем углу. И в верхнем меню выбираем пуск. Вот там показывает напряжение. Датчик кислорода сейчас 0,46 вольт. Заводим машину. И будем смотреть,
как будут меняться его характеристики. В данный момент показывает 0,46, пока он не прогрелся еще. Выставим на график. Значит, посмотрим на его работу после прогрева. Пока он холодный, система выдает напряжение 0,46 вольта, стабильная. График показывает пока прямую. После выхода датчик кислорода в штатную температуру, на штатную температуру, начнет кривая меняться. Обычно на прогрев уходит около 4-3 минут, в зависимости от режима работы двигателя и времени года. Вот уже началась температура меняться, то есть напряжение меняться начало. 0,36 прошло, 0,35, 0,34, 0,33, то есть датчик кислорода начинает работать в штатном режиме. При увеличении оборотов он должен повышать свое показание. Вот 0,91 показывает. Когда мы отпускаем педаль газа, его напряжение падает до 0,17-0,16 вольт. Вот кривая, видно, как меняется. Вот эти аппараты поворота повышаем. И вот резко упало напряжение до 0,10. Значит, двигатель контролируется датчиком кислорода. Вот кривая начала меняться, значит, все работает как положено. Ошибка check engine исчезла с панели управления, значит, все в порядке. Здесь она сохраняется в кодах ошибок. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы знали, что было поломано до этого. Но мы сейчас коды сбросим ошибок после того, как заглушим двигатель. И время покажет, как он себя охарактеризует в работе. Ход машины стал более... Работа двигателя стала более мягкой. Провалов таких нет. Раньше у нас плавали обороты. Я думаю, что все будет в порядке. Вы посмотрели видео о том, как поменять датчик кислорода на автомобиле ЗАЗ-1103 Славута самому. Это все делается легко и просто при наличии желания и времени свободного. Будьте на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был канал Дело мастера боится. Всем пока!